Ей! Вот я и купил эти наушники месяца 3 назад, но обзор не делал. Отчего? Не понравились. Уши совсем не соответствовали ценнику. Время прошло, прилетели обновления, все стало заметно лучше. Кодек aptX на борту, есть сенсоры приближения, в наличии режим прозрачности и активное шумоподавление. Программа со встроенным эквалайзером есть. Изменение громкости с наушников и любимое мной отключение сенсоров. Пора о них рассказать. Tube 720, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы еженедельные с ответами на вопросы по воскресеньям. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках премиум класса Sennheiser Momentum True Wireless 2. Отличие от первой модели я озвучу в конце, да и в процессе. И не скажу, что наушники стали во всем лучше. Главное, стал меньше размер, хоть и незначительно. Упаковка. Для этой цены печаль, лютая печаль. Наушники по $50 пакуют более презентабельно. И если покупать себе любимому, то можно, конечно, и в пакете, а на подарок получателя будет радовать только надпись бренда на коробке. Все очень скромно. В комплекте наушники, бокс, кабель для зарядки бокса, сменные амбушюры, простые, однородные, но хорошие. Инструкция и все. Цвета на выбор, кстати, два, но светлые я не рассматривал из-за маркости. Бокс тканевый. Уже через 2 месяца непостоянного использования товарный вид потерял полностью. Можно, конечно, его в белых перчатках носить и хранить в вакуумном пакете, но эти тканевые чехлы в любом случае загаживаются. Благо таких чехлов на мои пиксели у меня много, опыта хватает. Морально готовьтесь к вопросу, как его очищать, чтобы он не выглядел как из мусорки через 2 месяца. Размеры бокса приличные. 3 раза бокс наушники перезаряжает. Есть функция быстрой зарядки, 10 минут в боксе дают 1 час проигрывания музыки на 50% громкости. Заряд бокса можно определить по индикатору на самом боксе, либо в программе. Люфт у крышки минимальный. Чтобы вытряхнуть наушники из бокса, нужно постараться. В кармане бокс выглядит нормально, как инородный предмет, неудобно, но прилично. Зарядка только по кабелю. Наушники, материал матовый пластик, внутри 7-мм драйверы, что совсем не рекорд. Собраны качественно. До 100% заряжаются за 90 минут. Автономность на 7 часов при 50% громкости без включенного шумодава. С активированным шумодавом чуть больше 5 часов. Но это, как мы знаем, давно не рекорд в мире ТВС наушников, хотя бы на те же OnePlus посмотреть. Да и носить их так долго из-за формы вряд ли кто-то сможет. Хотя, кто знает, может у вас форма ушей особенная. За все время просил примерить данные ТВС человек 40, и для всех они были неудобны. Габариты и вес вы сейчас видите на экране. А еще видите сравнение их габаритов с другими якобы аудиофильскими ТВС наушниками топовых брендов. И учитывая, что они все не особо комфортны в носке, по моему субъективному мнению, Синхи уделывают всех, настолько они неудобные. Пассивное шумоподавление хорошее, активное шумоподавление еще лучше, но однозначно на голову хуже, чем у Sony 1000 MX3. Режим прозрачности работает немного коряво, но потребно. Шумодав звучание меняет не сильно, но он сам по себе не особо отрабатывает. А вот то, что у них нет, как в Sony 1000 фишек с временным прозрачным режимом, нет модуля NFC, адекватного эквалайзера и адаптивного шумодава, это плохо. И отсутствие во вторых синхах aptX Low Lancity это вообще в пользу бедных. Понятно, что в Соньках только AAC и SBC, но в первых синхах бренд не сэкономил, и был этот aptX Low Lancity, а здесь зачем убрали? Все, что можно делать с сенсоров в наушниках, вы видите сейчас в программе. Притом их можно, конечно же, переназначать. Функции программы и сами видите, расписывать ее смысла нет. В последнем обновлении появились аудиофильские штуки, но по факту вау-эффект проходит довольно быстро. Сенсор приближения обычно не тупит. Внешние диоды при работе не мигают, но горят внутренние диоды, поэтому уши проще найти, если вы их вынули и не помните, где оставили. Bluetooth версии 5.1 прерываний не было, фризы в местах с обилием Wi-Fi сетей были, и притом со всеми моими устройствами. Бывали сложности по подключению. Для данного ценового сегмента это очень странно. Ловят наушники на расстоянии 36 метров в прямой видимости, либо только через одну стену. Задержка заметна даже в YouTube, пусть минимально, но она есть. В играх вообще по мне печаль. Low Lancity aptX, напоминаю, что нет, вот и получили кулебяку вместо добротных ушей. Вот вам пример задержки.
Микрофоны. Здесь бы было можно просто сказать, что они плохие. Но первое, я бы соврал от того, что говорить по ним можно, и я разговаривал. Хотя работают они хуже, чем их собратья в том же ценовом сегменте. И говорить мне про форму не стоит. Это не я их проектировал. Я, как и вы, потребитель, который заплатил за это чудо свои кровно заработанные деньги и жду какого-то результата. Результат не оправдал ожиданий. Вот вам пример их работы. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Momentum True Wireless 2 от Sennheiser. Работает компьютер рядом, довольно громко я сейчас кинул коробку, вы скорее всего это слышали. И вне зависимости от того, как много недостатков в этом обзоре вы сейчас услышали и услышите еще, по моему мнению, для наушников данного класса, а это затычки, микрофоны, здесь, не самые худшие, но однозначно не за эту цену. Хотя я разговаривал с собеседниками и всегда меня слышали. Понятно, слышали, возможно, с перегрузами, возможно, слышали еще внешние шумы, но в помещении однозначно разговаривать более-менее комфортно, а на улице возможно, хотя нужно повышать голос. Пример работы микрофонов на улице вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Momentum Sennheiser TVS-2 на улице. Идет снег, довольно сильный ветер. Я сейчас иду по направлению к дороге. Рядом со мной пытаются выехать несколько машин с сугробов. Но пока до дороги я не дошел, соответственно. Сейчас зайду, и вы услышите, как примерно у вас будет слышать собеседник рядом с проезжающими машинами. На дороге слякоть. Проезжает Лада, Шкода, Lexus, все примерно на скорости около 30 километров, довольно шумно, разговариваю чуть громче среднего. Так что если вы слышите много шумов, эти много шумов будет слышать ваш собеседник. По мне, для такой формы и объема, в принципе, микрофоны не самые ужасные, хотя, опять же, от такой цены хочется большего, намного большего, чем они могут дать. В наушниках нет мультипоинта, нельзя подключать к двум устройствам одновременно. Номинальная защита от влаги IPX4. Нет возможности настраивать шумодав. Нет беспроводной зарядки бокса. Убогий эквалайзер. По одному работает только один наушник, правый. И это просто дикость. Даже в мрачном дешманском китайском хламе подключение идет независимое. Куда катится этот мир? Сенсорное управление глюкнутое у всех. Хорошо, что отключается. Язык голосовых сообщений только английский. Соединение после обновления с телефоном стало лучше, но все равно с глюками. С шапкой носить неудобно. При открытии кейса не подключаются, нужно для подключения их достать. Активный шумодав заметно проигрывает конкурентам по цеху. Звучание. Начнем с того, что ЦАП в ваших устройствах, если он есть, здесь ничего не решает. В ТВС-наушниках его нет возможности использовать. И не слушайте, что говорят псевдоаудиофилы, у которых приличный рекламный контракт. Эти ТВС будут звучать примерно одинаково практически со всеми устройствами, кроме бюджетных Xiaomi и телефонов третьего эшелона. У них ужасное ПО для Bluetooth. Запас громкости есть, но довольно скромный. Объем фантастический. И хотя упор в сторону баса есть, уши однозначно не для басхедов. Звучание темное. До аудиофильских проводов однозначно не хватает детальности и глубины баса. Больше здесь упор в макродинамику и эмоции. Нижние заползают на средние, притом средние частоты слегка перекручены. Ну а в некоторых треках середины катастрофически не хватает. Обсуждать верхние частоты в затычках считаю признаком плохого тона. Есть они и хорошо. Главное, не сильно обрезаны. Вау-эффект в наличии, но только у тех, кто не слушал Sony 1000 MX3 и Liberty Air 2 Pro. Лично людей, которые выбрали бы из этой тройки синхи, я не знаю, но они однозначно есть. Цена по ссылке в описании к видео в районе $200. Иногда бывают распродажи. В начале продаж продавали по 300. Хорошо, что официальная гарантия здесь на 2 года. Это такой приличный плюс. Резюмирую. Однозначно не советую. Советую сходить в шоурум, послушать эти уши Анкера и Sony. Обзоры на которые вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу и прочитать в комментариях отзывы владельцев. И пусть последние модели я и не очень хвалил, я имею в виду Sony и Анкера, то, что сделали синхи, это сказали: у вас нет альтернатив, у нас есть аудиофилы-рекламщики, вы и так купите. Хотя звук и объем, в принципе, мне понравился. Но красная цена $100. И только для тех, на ком они идеально сидят. Фразы «я от боли не корчился» и «так пойдет» вводят лично меня в ступор. Наушников на рынке море. Идиотизм покупать то, что имеет такое количество недостатков и при этом еще не идеально сидит. Завтра обзор на топовый пылесос Робокор. Пишем, что еще купить для обзора. Смотрим, что было на этой неделе на канале. Там были штуковины для аудиофилов тоже. Ставим лайк за труды, подписываемся с колоколом. Девайс сюда или нет, пользу не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.